Привет! У нас сегодня будет простой, но практичный и обзор, и сравнение сразу двух моделей. Это Poco M3 и Poco X3 NFC. Я лично делаю впервые сравнение двух моделей, разница между выходами которых 2 месяца. И это действительно Poco X3 старший брат. Во всех отношениях. Он раньше появился и он мощнее. Этот обзор в первую очередь направлен для того, чтобы вы самостоятельно могли принять решение, стоит ли доплачивать и искать модель Poco X3, покупать в разных магазинах, в разных странах, продаются где угодно. Ну а на международной площадке AliExpress по ссылкам в описании вы можете купить, живя где угодно. Или же по-прежнему смотреть на Poco M3, самый хороший и, на мой взгляд, король бюджетников в 2021 году в первом квартале. Итак, начинаем сравнение. На момент обзора в официальном магазине на сайте AliExpress цена Poco M3 $129, ну а версия 428 стоит $152. В этом же магазине Poco X3 версия 664 стоит $219. А если мы выбираем версию 6/128, то цена увеличивается $239. В продаже также имеется 3 цвета Poco M3 и 2 цвета Poco X3. У Poco X3 это синий и серый, а у Poco M3 синий, желтый и серый. Напишите в комментариях, какой цвет нравится вам. В нашем же случае обе версии синего цвета, но явно есть отличия. Давайте будем подробно рассматривать внешний вид, но сначала посмотрим комплектацию. Упаковки отличаются немного размером и цветом. Poco X3 наоборот все желтые надписи и черная упаковка, а днище, то есть внутренняя часть желтая, а у M3 полностью в желтом цвете с черными надписями. В каждой упаковке следующая комплектация. По конверту в каждой упаковке, где находились скрепки, инструкция и прозрачные силиконовые чехлы. Они полностью соответствуют всем отверстиям. Примечательно, что компания Poco делает у своих чехлов специальные заглушки из силикона для гнезда для зарядки. Гнездо зарядки здесь USB Type-C и вырезы с выступами над чехлом, чтобы защищал модуль камеры. Ну и, конечно, кабель USB Type-C обе модели имеют и блок питания. Но по блокам питания и типам зарядки сейчас мы остановимся и поговорим более детально. Во-первых, две версии, они глобальные, и у каждой из них не требуется к блоку питания никакой переходник. Ну и, как вы видите, они отличаются по размерам. И это не просто так. Обратите внимание на внутреннюю часть гнезда. Здесь просто белый цвет, а здесь с специфическим таким ярко-оранжевым. Это неспроста. Давайте познакомимся с характеристиками. Сверху у нас Poco M3, а снизу X3. Обе эти зарядки являются скоростными. Блок питания у M3 с максимальной мощностью 22,5 Вт, а у X3 33 Вт. И это уникальная зарядка. Обе модели на 5 вольтах дают 3 ампера по мощности на выходе. Но начинаются отличия с 9 вольт. Если M3 блок питания дает на 9 вольтах 2,23 ампера, то X3 на 9 вольтах дает 3 ампера. На 12 вольтах 1,67 ампера, а X3 на 12 вольтах 2,25 ампер. Для чего я вам это все говорю? Хотя эти две модели поддерживают скоростной тип зарядки, но этот смартфон имеет турбо режим зарядки, специальный от Xiaomi, технология зарядки 5 вольт 6 ампер по вот этому специальному кабелю. И если вы будете использовать, например, вот сейчас этот кабель, кажется тоже USB Type-C, но он будет его заряжать гораздо дольше. Если же в паре с этим кабелем и родным блок питания, то X3 заряжается, внимание, за 55 минут. Этот же с помощью быстрой зарядки заряжается около 3 часов. Ну и батарея здесь тоже мощнее у Poco M3, поэтому и заряд немного дольше. При этом, если этот смартфон во время зарядки Poco M3 будет нагреваться, то X3 нагреваться не будет. Вообще за 55 минут, благодаря 5 вольтам 6 ампер, такой скорости типу зарядки отлично заряжается и не нагревается. У каждой модели корпус выполнен из похожего материала, только у X3 это пластик глянцевый, отражает все, а у M3 пластик с интересной текстурой. Здесь вот как будто бы кожа. Не остаются отпечатки пальцев
в отличие от Poco X3. И внутри тоже красивый дизайн, логотип, вот такой вот перебор цвета, отражения. Красиво смотрится. На боковой панели справа у каждой модели располагается кнопка включения, в которую встроен боковой сканер отпечатка пальцев. Они идентичны, работают одинаково, очень быстро. Дальше я продемонстрирую их работу. Качелька громкости на обе модели. Справа у нас располагается лоток для сим-карт. И важно отметить, что у Poco X3 он не комбинированный, к сожалению. То есть, либо вы устанавливаете две нано-сим-карты, либо карту памяти и нано-сим-карту. Но, вы знаете, я нашел выход с положения. Я смог отделить чип от сим-карты и установить и две сим-карты в этот лоток, и карту памяти. Поэтому здесь сейчас установлен именно такой способ, потому что этот смартфон Poco X3 это мой личный смартфон уже около 3 месяцев. При этом каждый лоток имеет специальную силиконовую прокладку, благодаря чему ни влага, ни пылинки не проникнут внутрь. А у смартфона M3 у нас тройной лоток. Две нано-сим-карты и отдельно можно установить карту памяти. Это огромный плюс. По поводу влагозащиты или пыли влагозащиты у Poco M3 ее нет, а вот у X3 эта защита называется всепогодная или IP53. Это значит, что если вы пользоваться им будете в непогоду, когда, например, моросит дождик, или же когда вдруг у вас мокрые руки, снег или какая-то другая погода, то в него внутрь вода не спешит попасть. Конечно же, погружение под воду он не выдерживает, поэтому все-таки следует соблюдать все меры предосторожности и беречь ваш электронный гаджет. У Poco M3 располагается сверху разъем для наушников, сбоку второй вспомогательный микрофон, отвечающий за запись стерео или шумоподавления, два отверстия для динамика и рядом инфракрасный датчик для управления бытовыми приборами, используя встроенную программу Mi Pult. Разговорный динамик, он же и второй вспомогательный динамик, поэтому вот эта сетка, которая здесь находится, за ней прячется динамик, и эти отверстия и это, они вместе как бы выполняют одну и ту же функцию, передают звук во время воспроизведения звука из YouTube, плеера или во время просмотра фильмов. Сверху у X3 разъема для наушников нет, имеется инфракрасный передатчик, вот здесь вот он находится. Также располагается одно отверстие этого же динамика музыкального. Здесь у нас вспомогательный микрофон и точно такой же передатчик инфракрасный для управления бытовыми приборами. Разъем 3,5 у X3 перебрался вниз. Это нижняя часть смартфона. Также в центре располагается USB Type-C зарядка у обеих моделей. И здесь отверстие микрофона и динамик. Здесь же у нас у M3 модели динамик имеет 3 овальных отверстия и второй микрофон. У каждой из этих моделей по 2 микрофона. Обратите внимание, как сильно выпирает модуль у модели X3. Вот сейчас вот так вот поставлю одинаково. Посмотрите, какой он огромный. И какой он у M3. Внешне они, конечно же, по форме очень сильно отличаются. И вот эта вставка, которая тоже из пластика, а здесь вот как раз стекло находится у M3, собирает, конечно же, отпечатки пальцев очень сильно, и будет эта поверхность царапаться. Эти стекла имеют олеофобное покрытие, потому что во время использования не спешит на этом стекле собираться отпечатки пальцев. И с легкостью, если какой-то попал отпечаток, то он удаляется. Очень сильно собирается здесь пыль, как всегда у выступающих модулей, никуда от этого не деться. Приходится, если вы без чехла используете, постоянно протирать. Давайте взвесим Poco M3. 200 грамм. Теперь X3. 217 грамм. Poco X3 по толщине немного меньше, 9,4 мм, тогда как M3 9,6 мм. Ширина 77,3 у Poco M3 и 162,3 мм высота. Немного меньше ширина у Poco X3, что меня удивило, 76,8 мм. То есть на глаз это не определишь. Но зато он выше, 165,3 мм. С упаковки на каждый экран наклеена защитная пленка. Она защищает экран, но у экрана есть своя защита. В данном случае у Poco M3 стекло Gorilla Glass 3-го поколения, а у X3 5-е поколение. Диагональ экрана 6,53 у M3, а у X3 6,67.
Отличается немного соотношение сторон у этих моделей. Обе модели имеют Full HD Plus разрешение 1080 на 2340, это М3, и 1080 на 2400. Также они имеют отличия по расположению камеры. Здесь она прям в экране, вот отверстие, а здесь капелька. Скрытие выреза в настройках управления этого смартфона у М3 есть такая возможность, поэтому можно скрыть. Такая же возможность имеется и у X3. Обратите внимание, что яркость на максимум, но вот скажите, какой, на ваш взгляд, смартфон ярче? Ярче Poco X3. Действительно, яркость у него гораздо лучше, и на солнце или в помещении, где очень светло, он будет еще лучше справляться. При этом у каждого встроен датчик по автоматической настройке освещения, очень корректно работает, быстро приспосабливается. И, конечно же, обе модели работают на оболочке MIUI 12 версия. И благодаря этому здесь очень много разных фишек, такие как скорость сети, настройка разных видеоэффектов или же какие-то другие функции, которые, те, кто пользуется MIUI, знает от Xiaomi, а те, кто не знаком, скажу, что большая вероятность, что вам эта оболочка понравится. Давайте сейчас продемонстрирую минимальную яркость. Вот я ее убавил, но глазами я-то вижу, но в камере практически ничего не видно. То есть запас минимальной яркости очень хорош. Каждый из этих смартфонов имеет хорошую IPS-матрицу, я бы даже сказал, ничем не бросающуюся в глаза, чтобы как-то не понравилась она вам. Цвета сочные, яркие. И вы сейчас можете посмотреть эти тесты, а также увидеть углы обзора. А потом я скажу еще об одном преимуществе модели X3. Помимо всех разных функций, которые есть у прошивки MIUI у каждой из этих моделей, X3 выделяется тем, что частота обновления экрана 120 Гц. Она может регулироваться 60 Гц и 120. Но, к сожалению, проведя специальные тесты не в каждом приложении, например, в YouTube, хоть и поддерживает 120, но в YouTube автоматически переключается на 60. Видимо, само приложение не работает на 120 Гц. Также, если написать в YouTube 4K HDR 60 FPS, главное ключевое слово здесь HDR, не обязательно 4К, то вам выдаст видеоролики, которые этот смартфон будет по-особенному передавать. Например, открываем вот такой вот ролик. В камеру, конечно, это не передать, но по четкости, по цветопередаче, по реальности отображению картинки он совсем по-другому начинает работать. Вот эта функция HDR специально предназначена для очень живой, насыщенной, естественной цветопередачи. Поэтому если YouTube поддерживает, будет работать. Теперь поговорим о процессоре, сердце смартфона. Эти обе модели работают на процессоре Qualcomm Snapdragon, но они разные. У M3 Snapdragon 662, а X3 732G. Конечно же, 732 Snapdragon он мощнее. У 662 4 ядра работают на 2 ГГц, а 4 ядра на 1,8. У X3 732G работает 2 ядра на 2,3, а 6 ядер на 1,8. Поэтому сказать, что особо они отличаются, на первый взгляд, кажется, нет. Вроде тут 6 по 1,8, а здесь 4 по 1,8. Но в паре с графическим модулем здесь у нас Adreno 610, а здесь у X3 618, плюс оперативная память 6 гигабайт, а там 4. У нас уже получается производительный смартфон. И в Antutu Benchmark тестах он выдал Poco M3 184 754, а здесь у нас X3 выдал 282 501. Вот так выглядят показатели развернутые. Но с тех пор, как я делал эти тесты, вышли некоторые обновления на каждый из этих смартфонов. Поэтому было бы разумно повторить этот тест. Очищаю
полностью оперативную память, чтобы ничего не мешало. И теперь запускаем повторно тест. Постараюсь одновременно. Поехали. Получилось. Ускоряем. Ну вот, тесты подошли к концу, и, конечно же, лидировал по скорости X3, но не пугайтесь, показатели ниже, потому что повторные тесты всегда чаще всего либо такие же, либо ниже. 3 месяца использования, а где-то 2,5 месяца назад я тот показатель вам тестировал и показал, а это уже с загруженными около 70 приложений, которые я использую в повседневной жизни, поэтому они здесь немного и ниже. Но тест заключался в том, как показать, как они в тестах себя проявили. Теперь давайте послушаем тест звучания внешних динамиков. Сразу хочу сказать, что каждая из этих моделей имеет стереодинамик. И у M3 модели он немного хуже. И, в принципе, это, естественно. Давайте оденьте наушники, если хотите ощутить полностью самое лучшее качество звука. Ну, а я включу вместо петлички запись на микрофон, стереомикрофон в нашей камере. Итак, слушайте. Звук устанавливаем максимальный. И первый трек M3. Теперь X3. Снова M3. X3. Вновь X3. M3. M3. Ну а теперь я подключился опять петличкой, и послушайте без всяких обработок стерео уже просто на петличку. M3. M3. Лидер, конечно же, X3. Также хочу в настройках показать один интересный режим. Он вроде бы есть у каждой модели, но у X3 обладает сверх разными функциями. Чтобы его активировать, нам необходимо, зайдя в настройки, опуститься до пункта «Особые возможности». Переходим сюда, и здесь есть отдельно режим игровой, называется «Ускорение игр», и дальше я вам покажу его. Инструменты для видео, вот он, этот режим, именно о нем я вам говорил. Также есть плавающие окна и второе пространство. В данном случае здесь не вижу я в этом пункте второе пространство, чтобы сделать. Это значит, что можно настроить блокировку второго пространства и разделять и защищать данные вашего смартфона. На Poco X3 этот режим есть, здесь же его нет. Но зато можно делать клонирование приложений. Не путайте второе пространство с клонированием приложений. Здесь в каждой из этих моделей этот режим есть. Так вот, зайдя в этот режим «Инструменты для видео», вы выбираете настройки
располагаете, где будет спрятан ярлык. У меня стоит слева, его здесь не видно, он находится вот здесь, в этих приложениях, которые я выбрал. И выбираю эти приложения. Я выбрал YouTube, Свит ТВ, Mi Video, еще пару программ, и в этих программах этот режим включается. Что он собой представляет? Посмотрите, вот этот ярлык, виднеется сбоку такая полоска. Если мы делаем свайп, то выскакивает вот такой вот режим. Здесь есть запись видео, скрин с экрана, трансляция и воспроизвести звук, когда экран выключен. Эта функция удобна на M3, если вы хотите, например, использовать какой-то видеоролик и при этом выключить экран, просто слушать. Например, если вы смотрите YouTube, то в данном случае, вот, например, сейчас я запускаю видеоролик, он у нас начался, я дисплей гашу и отключается звук. Но эта функция позволяет, включив видео, открыть этот режим, нажать выключить экран, и звук не гаснет. Но у X3 еще больше возможностей. Давайте посмотрим. Открываем тот же YouTube и делаем свайп. Здесь уже побольше. Тут у нас появились, помимо всех прочих и быстрых приложений, которые по сути есть и там у нас. Но вот здесь у нас добавилось стиль и звук. А что это значит? Что вы сможете включить здесь специальный звук, четкость до 3 уровней и объем до 3 уровней. Это все здесь работает. Реально увеличивает и сочность звука, и объем звучания. А что дает режим стиль? Ну, если его включить, то применяются прям такие по всему экрану специальные фильтры. Здесь вот есть пояснение. Выбранные эффекты не будут применены к HDR-видео. Эти эффекты не могут быть применены к снимкам экрана. Но когда вы смотрите, вы сможете либо в исходном смотреть, либо вот в таких вот эффектах. Ну, давайте продемонстрирую. Запустив картинку, делаю свайп, нажимаю стиль и показываю. Улица. Чуть посочней. Вот оригинал, вот улица. Теперь кино, ретро и черно-белое. Представьте, все в реальном времени. Вот такие вот возможности этого специального режима. Напомню, чтобы этот пункт появился у вас в том или ином приложении, где вам нужно, его нужно сначала добавить в том меню, где я вам до этого показывал. Обе модели имеют управление как кнопками внизу, так и управление жестами. Есть темная тема, есть подстройка экрана под разные, например, теплое освещение или же ночной режим. По связи у них отличный прием. Каждая модель себя хорошо зарекомендовала, ловит как тот, так и тот смартфон в даже труднодоступных местах, связь держит уверенно. И есть отличия по Bluetooth. У M3 здесь Bluetooth 5.0, а у NFC 5.1, немного новее. Звук в наушниках шикарный у каждой из этих моделей. И в моем случае я слушаю по Bluetooth, поддерживает кодеки SBC, AAC и aptX. Также обе модели, помимо раздачи интернета через Wi-Fi, имеют возможность раздавать интернет от Wi-Fi по Wi-Fi. Это значит, что если сейчас я по Wi-Fi подключен к своей домашней сети и включаю раздать интернет, то в шторке появляется дополнительная Wi-Fi антенна. Значит, мы принимаем Wi-Fi и по собственной точке доступа его еще дальше раздаем. Еще хочу отметить, что у M3 индикатора уведомлений нет, но можно включить уведомления вспышкой. А у X3 здесь в сетке динамика, вот здесь вот находится индикатор. Сейчас я это покажу и покажу еще один эффект зарядки турборежима, который заряжается прямо на глазах. Смотрите, родной кабель для зарядки и блок питания. Подключаем, загорается вот такой вот эффект. И посмотрите, как быстро на глазах набирается в процентном соотношении заряд. И тут написано Mi Turbo Change. Это у нас скоростной тип зарядки. Так и написано. Турбо зарядка. И вот у нас сверху горит индикатор. Его практически так вот с первого взгляда и не увидишь. Вот он. То есть его закрывает сетка, минусом то, что он, если сбоку смотреть, не видно. Вот так поворачиваешь, видно, а так нет. И некоторые, и я тоже хочу так попробовать, кусочек лески маленький по диаметру отверстия сетки вставить ровно в то место, где будет светить индикатор. И пишут ребята, что сбоку уже лучше. Светодиод
по леске передает свет, и его видно сверху. И черкаться здесь ничего не должно. Теперь поговорим о модулях, которые встроены в эти смартфоны. Основной модуль у Poco M3 на 48 мегапикселей от Samsung, а у X3 на 64 мегапикселя от Sony IMX682. У Poco M3 есть еще два вспомогательных модуля. На 2 мегапикселя портретный режим или эффект боке и макрообъектив также на 2 мегапикселя. Широкоугольного нет. У Poco X3 есть широкоугольный объектив на 13 мегапикселей. Он может работать также и в режиме видео. Есть портретный на 2 мегапикселя и макрообъектив также на 2 мегапикселя. Передний модуль камеры у Poco X3 на 20 мегапикселей, а у Poco M3 на 8 мегапикселей. Меню камеры существенно не отличается, так как все управляется под одной оболочкой. Но есть разные дополнительные функции, которые есть у Poco X3, но нет у M3. Изначально здесь фото, видео, профи. Причем профи можно настраивать как для режима фото, так и видео. Достаточно нажать вот сюда, и мы переключаемся в режим ручных настроек съемки видео. Максимально снимает 4К у нашей модели X3. Также есть 1080 60 кадров FPS, 1080 30 FPS и 720 30. У M3 всего два режима. Это 1080 30 кадров и 720 30 кадров. 1080 60 FPS Poco M3 снимать не может. Далее у нас портретный режим, тоже делает отличные превосходные снимки, как та, так и другая модель. Есть раздел «Еще», в котором находится 48-мегапиксельный режим, именно максимально снимает режим «Ночь», видеоклип, панорама, документы, замедленная, таймлэпс. У Poco X3 вместо «Еще» есть режим «Ночь», а дальше делаем свайп вверх, вот так вот, и здесь добавляются еще дополнительные режимы, среди которых есть режим, например, съемка влогов, очень эффектные, забавные видео можно снять по специальным заготовкам. Есть отдельно вот того режима, который нету здесь, это у нас длинная выдержка, благодаря чему можно, поставив его на штатив, этот смартфон, рисовать фонариком в воздухе разные картинки с очень хорошей выдержкой. Или же, когда проезжает автомобиль с фарами, будет рисоваться дорога от фар. Вот такой вот вариант. Есть возможность включить одновременно и переднюю, и заднюю камеру, чтобы можно было снимать перед собой и быть самому в кадре. Этот режим тоже здесь есть, у Poco M3 его нет. И есть ночной режим, чтобы фотографировать звезды. Вот в этом Poco X3 он здесь есть. Также есть режим влога и режим документов. То есть здесь больше фишек в камере, чем у M3. Также у каждой камеры есть интеллектуальный режим, который определяет, что находится в кадре. Например, если поднести цветок, то он будет показывать в кадре, что это цветок. Конечно же, вам хочется увидеть тесты камеры, как работает тот или иной модуль в разных режимах, и это все будет в окончании нашего сравнения. Теперь давайте проведем тест навигации. Запускаем программу. X3 29 видит и уже связался с 5, 30 и 5. То есть одинаково выходят на связь и поддерживают тип связи GPS, GLONASS и Beidou. Одинаковые спутники и датчики, как вы видите, одинаково связываются без проблем. Теперь об аккумуляторах. У Poco M3 на 6000 мА, у Poco X3 меньше, 5160. Теперь внимание, тесты. Слева у вас показатели Poco M3, у нас 5557, а вместо 5160 4591 мА. Вот такие вот показатели. Но это еще не все тесты, каждая модель прошла разряд в видео онлайн YouTube, то есть мы от 100 до 0% показывали видеоролики. Poco X3 продержался 14 часов и 7 минут в просмотре видео YouTube, а Poco M3 продержался 14 часов и 55 минут, что неудивительно, ведь тут немного больше в амперах. Поэтому, если вы активный пользователь, будет хватать каждого смартфона на день 100%. Ну а если вы обычный пользователь, то на 2 дня и более вам однозначно будет хватать. Те, кто реально уже является владельцем того или иного смартфона, напишите, как ваши смартфоны себя ведут при той или иной нагрузке. Помимо всех других датчиков, которые здесь встроены, есть датчик, который реагирует на активацию при поднятии. Вот смотрите, поднимаю, и они включаются.
Включается мгновенно, причем видят, оба настроены на разблокировку по лицу, и, видя мое лицо, мгновенно срабатывают. Но какой быстрее, давайте проверим. X3 быстрее реагирует на поднятие, и разблокировка лица только потом срабатывает. Если просто нажать, то X3 быстрее. Теперь продемонстрирую сканер отпечатка. Выключаю, прикасаюсь, разблокировался, прикасаюсь, разблокировался. Очень быстро, при этом я настроил так, чтобы не нажимать на механическую кнопку. М3, прикасаюсь, разблокировался. Как я и говорил, срабатывает быстро. И прежде чем мы проведем тест игры, на примере Poco X3, такой же режим есть и здесь, покажу вам игровой режим. При запуске игры обычно автоматически она добавляется, если нет, то можно зайти в игровой режим и добавить. Появляется вот такой вот типичный нам знакомый уже ярлычок. Делаем свайп, и у нас появляются вот такие вот фишки. Здесь можно ускорить режим игр и даже показывает FPS игры. Также можно начать запись делать экрана, а еще есть интересный режим изменения голоса. Наверное, для того, чтобы в чате как-то смешно общаться. Например, выбираем этот режим, мультяшный, и нажимаем «Пробовать». Привет, хочу протестировать, как работает этот режим. 10 секунд записи, проверка. Привет, хочу протестировать, как работает этот режим. 10 секунд записи, проверка. То есть, если вы будете общаться в чате, то этот режим у вас будет работать. Чтобы его деактивировать, вам необходимо сделать свайп и выключить вот этот значок. Теперь пришло время провести этот тест. Я на одном смартфоне, на X3, звук убираю и запускаю одну и ту же игру, и графика сейчас стоит на максимальных настройках. И начинаем тестировать. Одинаковый автомобиль. Поехали. Так я еще тесты не проводил. X3 запустил уже. Этот еще нет. Но мы все равно выровняем сейчас, чтобы одинаково шло. Быстрее X3. Ничего не делаю, но по графике вы видите, как отличается. Так, чуть надо подбавить. Графика на X3. И графика на M3. Так, тут надо ускориться. Но здесь плавно идет. Если посмотреть сейчас, то 34 FPS, а здесь 21, тут 30, 27. Ну, в принципе, одинаково. 30-30, сейчас выровнялись. Но картинка качественнее и графика получше, ну, то, что я вижу вблизи глазами, гораздо лучше здесь. Также через переходник OTG можно подключать флешку, мышку или же клавиатуру. X3, пожалуйста, засветилась. И M3, пожалуйста, тоже работает. В шторке выскочило уведомление, что подключен внешний носитель. Также у смартфона есть отличительный плюс, это то, что он обладает чипом NFC, производить бесконтактную оплату. У M3 его нет. Итак, ключевые отличия. Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC. Защита корпуса от воды по стандарту IP53. Частота экрана 120 Гц. Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке Antutu.
На 44% выше максимальная яркость экрана, 641 против 446 нит. По яркости вы это видели отличие. Более современная версия Bluetooth, версия 5.1 по сравнению с 5.0 у M3. Запись видео замедленной съемки 960 FPS. Возможность записи 4К видео и также поддерживает 1080-60 FPS. Имеет на 50% больше оперативной памяти, 6 ГБ против 4 ГБ и сверхширокоугольный объектив камеры. Какие есть причины выбрать Poco M3? На 840 мАh больший аккумулятор, 6000 против 5160, на 23% лучшая автономность, 154 vs 125 часов, это режим автономности общий. Функция реверсивной зарядки. Можно от него заряжать другие смартфоны, это проверено. Действительно такая функция есть через OTG. Весит на 17 граммов меньше. Плюс те отличия, что показал вам я. Вы, наверное, будете теперь еще больше озадачены или наоборот, вы определились с выбором. И если вы собираетесь что-то прикупить, напишите, что именно вы решили после обзора взять. И напомню, что ссылки есть в описании как на сами смартфоны разных модификаций, так и на аксессуары к ним, чехлы, стекла, пленки и так далее. А также мне очень важно, чтобы вы поставили за труды лайк, потому что реально видите, что очень непростые обзоры, тесты, сравнения. И уверен, что и вам не просто выбрать. Если есть возможность, берите X3. Если есть, то берите полную версию 6.128. Ну а пока готовился обзор, появилось еще две обновленные версии. Версии Pro. Poco M3 Pro с поддержкой 5G сетей и появился Poco X3 Pro. У них у всех некоторые появились улучшения, и также хочу сообщить, что появилась новинка Poco F3, поэтому ссылку ищите в описании под видео. А я с вами прощаюсь, до встречи в новых видео. Сейчас тесты камеры, сравнение этих камер. Пока. Заради справедливости я буду все видео снимать на Poco X3 1080-30 кадров, потому что есть возможность 60 выставить и выше. Вот в помещении съемка, прямо вот после обзора, вам пример показываю, как работает. Посмотрите на плавность, какая присутствует у X3. Вот эта электронная стабилизация просто шикарная. И давайте вот, вижу, что фокус бывает балуется. Ну и цветопередача более теплая. Теперь будем дальше проводить тесты. Начинаем тестирование. Слева Poco M3, а справа Poco X3. На улице только что поднялось прекрасное солнце. И вот так каждый из смартфонов передает на переднюю камеру. Справедливо. Думаю, факты налицо. Возвращаемся и давайте пройдемся. Разворот. Теперь тесты заднего модуля. Приятно удивляет, что Poco M3 слева очень насыщенные цвета. Все в настройках выставлено по стандарту. Но стабилизация, как вы видите, хорошо справляется именно у X3. У Poco M3 ее просто нет. Так, это у нас демонстрация цветов. Вот с одного и того же места отображается вот такая информация. Дрожание на M3 нельзя не заметить. И плавный поворот. Сейчас попробуем поднести максимально близко. Вот так. С одного того же места. 1080-30 кадров. Я не включаю на X3 выше данные. Просто будет несправедливо. Вот такие тесты. Дневные тесты. И теперь ночные тесты, а потом фото. Тестируется сейчас камера в помещении, в комнатном освещении. Вот такая вот картинка 1, 2, 3. У M3 слева очень много шумов. И я вот сейчас готов выйти на улицу и показать вам, что же Poco M3 покажет на улице в полностью темное время. Давайте перейдем для этих тестов на улицу. Будет справедливо, чтобы я начал снимать и на Poco X3, тоже 1080-30 кадров. Обратите внимание, что
Вот я держу в руках одинаково, но как дребезжит, подергивается у М3 фокус, и нету, по сути, стабилизации особо. А вот Poco X3 отлично справляется. Картинка за стеклом. Открываем двери. Выходим. На улице снежок. Так, просто постою, поснимаю. Ну, конечно, шумы. Очень большие шумы. Где нравится больше вам картинка, я думаю, тоже вы сможете сказать. Сейчас слева звук от Poco M3 с помехами совсем как есть. А теперь справа звук Poco X3. Пройдусь. Остановлюсь. М3 четко показывает без вспышки и пытается подстроиться. У X3 ничего не видно. Если же включить вспышку, то каждый из этих смартфонов вот так отображает картинку. Поворачиваюсь. Это со вспышкой освещения. Давайте сделаем двухкратное увеличение. Вот у нас 2,2 увеличения. Посмотрите, как плавно двигаются вспомогательные всякие функции у X3. Ну и понимаем, почему такой подешевле стоит. Возвращаем. Вот так. Передний модуль. Я на том же месте подхожу к прожектору. Вот, остановлюсь. Посмотрите, какое лицо на M3 и X3. 1, 2, 3. Вечерело. Снег идет. Февраль. Холодно. Прохлада. Вот. Ну и теперь тестовое фото. Спасибо вам. Думаю, вам сравнение поможет. Однозначно определиться, либо подсобирать, либо покупать М3. С вас лайк, а с нас новое видео. Пока.